Приветствую всех гостей и подписчиков канала «Жизнь женщин». Сегодня давайте поговорим о том, почему многие женщины выбирают жизнь в одиночестве. На сегодняшний день одиночество женщины весьма распространенное явление. Кто-то сам выбирает этот путь и считает его весьма достойным. Некоторые по велению судьбы оказываются без второй половинки. В любом случае у этого состояния есть свои особенности. Жизнь женщин. Много лет женщины стараются угодить своим родителям, затем мужу, потом детям. Десятки лет пролетают, прежде чем женщина посмотрит на себя в зеркало и спросит: «Чего тебе хочется, родная?» А хочется прогуляться в парке и не думать, что дома не сварен суп или не постираны детские вещи. Хочется сходить в кафе или долго смотреть в окно за кружечкой горячего ароматного кофе. Ей хочется снова почувствовать себя женщиной, ловить на себе заинтересованные взгляды мужчин, сходить в салон красоты, понежиться в ванне с пеной, чтобы никто не врывался с просьбами, вопросами и воплями. Очень хочется. И разве женщина этого не заслуживает? Разве мало она отдала своих сил молодости, своей семье, забывая о своих желаниях годами? Не у каждой есть понимающий муж, который разделит домашние хлопоты и даст супруге выходной. Какое там? Очень важно успеть понять, в чем счастье, прежде чем ты пожалеешь об упущенных возможностях. Так что, дорогая, брось швабру сейчас же и развейся в безлюдном парке, купи то дорогущее платье, и пусть весь мир подождет. Итак, 7 истин об одиноких женщинах, о которых не принято говорить. Ощущение ненужности. Рано или поздно одинокая женщина начинает чувствовать себя ненужной, брошенной. Бывает так, что и поговорить не с кем. У большинства подруг уже есть крепкие семьи и надежные спутники жизни. В таком случае диалог о жизни вызывает боязнь отнять у кого-то бесценное время. Отсюда возникает замкнутость, нежелание говорить о проблемах, отчуждение, отсутствие контакта, прикосновения. Одинокие люди постепенно забывают, как это ощущать прикосновение другого. Через определенный промежуток времени создается мнимое убеждение того, что общество абстрагировалось, и даже примитивный контакт в виде рукопожатия ассоциируется с чем-то из ряда вон выходящим. Зависть. Это не самое хорошее качество, но многие одинокие женщины и девушки неосознанно испытывают это чувство. Каждый день, возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, заходить в помещение, где никто не ждет, это больно, страшно, порой невыносимо. А еще сложнее осознавать, что у большинства знакомых все складывается иначе. Вот тут и просыпаются обида, злость и зависть. Третий лишний. Эта ситуация достаточно частое явление. Друзья, состоящие в паре, пытаются помочь одинокой женщине, приглашают на вечеринки, совместные прогулки, но ситуация тем самым обостряется. Несчастная чувствует себя униженной и подавленной. Друзья или семья. Многие одинокие женщины убеждают себя в том, что они по-своему счастливы, ведь у них есть друзья, они очень коммуникабельны и общительны, но несмотря на это, в какой-то момент они понимают, что во многом заблуждались. Между дружбой и семьей есть колоссальная разница, это принципиально непохожие вещи. Единственная одиночка в мире. Хуже всего становиться старшей и быть одинокой. Видеть, как друзья медленно строят свои жизни. Но это не ограничивается вашими друзьями. Вы выходите на улицу и видите влюбленных вокруг себя, а потом вы хотите пойти в ночной клуб или на мероприятие, где скидки только для пар. Любовь витает в воздухе, а вся культура направлена на создание новых пар. Это не ваш выбор. Быть одинокой никогда не бывает вашим выбором. Одной– да, но одинокой– нет. Многие из одиноких женщин не хотят быть одинокими, и они не знают, как это произошло с ними. И если бы они могли, то взяли бы машину времени и изменили бы каждый шаг своей жизни, чтобы предотвратить эту судьбу. Одиночество само по себе прекрасно и ужасно. Иногда человеку просто необходимо какой-то период побыть самим собой наедине, но если это состояние принимает образ жизни, тут впору задуматься, в чем причина.
Иногда женщины сами не хотят замечать вокруг себя достойных мужчин. Во всем видят какой-то подвох, тешат себя глупыми надеждами на счастливое одинокое счастье. Хочу поделиться с вами историями женщин за 60, осознанно выбравших жизнь в одиночестве. Мне чуть больше 60. Живу одна. Мужчины, с которыми я встречалась, не нуждались в горничной или медсестре. То есть они сами убирали по дому, и здоровье у них было хорошее. Тем не менее, жить вместе с ними было тяжело. Когда вы начинаете жить с мужчиной в молодости, вы вместе создаете совместный образ жизни, вокруг которого появляются совместные привычки. Но позже, особенно в пожилом возрасте, вы начинаете жить с человеком, у которого свои предпочтения, свой образ жизни, а значит и привычки. Например, кто-то любит тишину, а другой много шума. Чистота для кого-то культ, а для кого-то второстепенно. Сон ранний или поздний и так далее. Было бы здорово жить вместе, но я просто думаю, что с возрастом становится все труднее найти или согласовать гармонию и совместимость в жизненной ситуации. А когда женщины или мужчины финансово независимы, совместное проживание становится выбором, но не обязательным. В 51 год я вдовела. Я сразу обнаружила, что большинство пар, окружающих меня, перестали приглашать меня на наши встречи, которые были совместными до смерти мужа. Некоторые женщины, как мне казалось, даже не хотели, чтобы я была рядом с их мужьями. Я почувствовала это, и это было очень неприятно. Большинство мужчин, проявивших ко мне интерес в этом возрасте, были либо вдовцами, либо разведены. Это был не мой вариант, потому что в возрасте от 50 до 60 лет меня не интересовали мужчины от 70 до 90. Проблема, с которой я столкнулась, мужчины моего возраста определенно хотели иметь рядом с собой женщину намного моложе. Через пару лет я наконец встретила мужчину, который потом был моим спутником в течение многих лет, но мы всегда жили раздельно. У нас разный образовательный и семейный опыт, а также разные характеры. Я более образована и обеспечена деньгами. Он в прошлом рабочей профессии, и его доход меньше. Увы, мне так намного лучше, когда я живу одна, хотя сейчас, когда мне за 60, думаю, было бы неплохо встретиться и выйти замуж за надежного, сознательного, симпатичного и финансово стабильного мужчину. Пока этого не произошло. Я развелась, когда мне исполнилось 55, после 25 лет брака. После развода мне потребовалось много времени и усилий, чтобы вернуть себе уверенность и начать встречаться с мужчинами. В процессе поиска мужа я встретила много мужчин, которые мне не нравились. Они сразу жаловались на своих бывших жен, имели проблемы со здоровьем и были неопрятны. Через несколько лет поисков я наконец встретила своего нынешнего партнера, который тоже долгое время был в поиске. Мы живем раздельно. Мы так хотим оба. Мы заботимся друг о друге, но мы ценим свое личное пространство. Здесь нет ничего удивительного. Многие люди это понимают, но я хочу, чтобы остальные перестали спрашивать, почему мы не живем вместе. Женщины не хотят, чтобы на них ложились все домашние дела. Это довольно очевидно. Мужчинам нравится, когда они заботятся. Думаю, дело не в том, что мы не хотим жить с мужчиной. Дело в том, что многие из нас просто очень избирательны. Моя история. Мне 60. Я разведена. Всю жизнь я зарабатывала вдвое больше, чем мой муж. В любом случае, я больше никогда не буду жить с мужчиной в официальном браке. Причин несколько. Первое. Когда я умру, мои сбережения и недвижимость будут принадлежать моим детям, а не кому-либо еще. Причина вторая. В то время как я продолжаю работать, я знаю, что я буду няней, уборщицей, стиральной машиной, водителем машины и так далее. Недавно подруги пытались познакомить меня с мужчиной, профессор, пенсионер. Когда он узнал, что у меня есть машина, он простодушно признал мне, что машину водить не умеет. Я очень счастлива жить одна в своем собственном пространстве. Вместе стареть – это одно, совсем другое дело начинать жизнь вместе старыми. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к одиночеству. И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.